Девочки, плохие новости. Убивать детей до рождения больше не в тренде. Наши мамы, может, и жили в мире, где аборты были чем-то обычным, и никто не задумывался над тем, что это такое на самом деле. Но сейчас делать вид, что ты не знаешь правду, это уже сознательный выбор. Правду можно отрицать, но невозможно отменить. За последние 45 лет по всему миру, по консервативным оценкам, было совершено 1 700 000 000 абортов. За то же время в войнах погибло 5 миллионов человек. То есть число жертв абортов превышает потери во всех войнах примерно в 340 раз. А когда я говорю об этой самой массовой истребительной практике в истории человечества, я вдруг становлюсь проблемой. Молчание в этом вопросе – это соучастие. Пока кто-то пытается убедить себя, что эмбрион – это просто скопление клеток, наука и базовая мораль говорят обратное. Так что давайте разберемся раз и навсегда. Аборт – это не право, а самое настоящее убийство, просто замаскированное под медицинскую процедуру. Если женщина пьет или курит во время беременности, общество считает ее отбросом. Если же она просто убивает своего ребенка через аборт, общество считает ее храброй. В первом случае ее осуждают, во втором случае этот же ребенок почему-то уже не считается ценным. Получается, если ты медленно вредишь ему, то ужасно. А если сразу же избавляешься, то смелая. Это как если бы избивать человека считалось преступлением, а убить его сразу актом силы и независимости. Главное правильно назвать процесс, и тогда любое зверство превратится в выбор. Если мужчина бросает беременную женщину, его называют подлецом. Если женщина избавляется от ребенка, ее называют сильной и независимой. Значит, если мужчина уходит от ответственности, то он мерзавец. А если женщина устраняет саму причину ответственности, она героиня. Удобненько. Если мать плохо заботится о ребенке, то ее осуждают за безответственность. Если она решает избавиться от него еще до рождения, то это ее сознательный выбор. Видимо, главное избавиться от проблемы до того, как она начнет плакать. Но ребенок остается ребенком на 15-й неделе в утробе, на 6-й неделе, на 30-й и с момента зачатия. Нет такого срока, на котором убийство становится моральным просто потому, что жертва еще не успела закричать. Главные отрицательные науки сегодня – это те, кто утверждает, что дети до рождения не являются людьми. Судя по логике некоторых, биология – это не человечность, а вопрос желания. Хочу ребенок, хочу не ребенок. Отличная философия, особенно для тех, кто успел родиться. Отрицать человеческую сущность нерожденного ребенка – это не наука, а удобная ложь, оправдывающая убийство. Биология четко определяет начало жизни, но когда факты мешают идеологии, их просто игнорируют. Сегодня прогресс – это когда человек решает, кто заслуживает жить, а кто нет. Секс приводит к появлению детей. Делать вид, что это неожиданность – это не оправдание для того, чтобы убивать своего нерожденного ребенка. Дети – это не случайность, которую можно стереть, как неудачную строчку в черновике. Можно стать мамой убитого ребенка, но стереть оплодотворение нельзя. Оно уже произошло. Можно его не допускать, но для этого нужен элементарный уровень ответственности, а не удобное оправдание после факта. Мне пишут, а не жалко ли мне весь несостоявшийся потенциал? А чего только 73 миллиона? Ты еще каждый сперматозоид, не ставший человеком, посчитай, чтобы вообще триллионы в день погибали. Сперма не человек, то, что родилось, возможно. Глядя на их уровень аргументации, иногда кажется, что некоторые так и остались на уровне сперматозоида в интеллектуальном развитии, как будто их разум где-то застрял между сперматозоидом и первым делением клетки. Такое ощущение, что для них биология – это темная магия, где сперматозоид и эмбрион – это одно и то же. А человеческая жизнь начинается тогда, когда удобно. Ага, конечно, сперматозоид и неоплодотворенная яйцеклетка – это же почти то же самое, что уже зачатый эмбрион, правда, с одной маленькой разницей. Отдельно они просто половые клетки, а вместе новая человеческая жизнь. Зачем разбираться в биологии, если можно нести чушь про потенциал? Простите, что приходится разбирать этот мусор, но кто-то же должен вести порядок в этой свалке. Не хочу оставить ни одной лазейки, за которой можно спрятаться, ведь если оставить ложь без ответа, она станет нормой. Согласна с этим комментом, а им все равно аборт вы делаете хирургически или предохраняете ежемесячными таблетками, это одно и то же. Оплодотворенная клетка, в которой зародилась жизнь, не прикрепится к стенке матки из-за гормональных контрацептивов. Это и есть аборт. Жертвы Молоху продолжаются при помощи обмана. Хотя они и не обманывают, они так и пишут в аннотации к таблеткам, не дают прикрепиться оплодотворенной яйцеклетке. Но все обманываться рады и вычитывают только фразу «создают барьер из плотной слизи в цервикальном канале шейки матки». Да сперматозоидам плевать на эту слизь, они добираются и оплодотворяют яйцеклетку. Отвечать придется нам за каждую не пришедшую через нас в этот мир душу. Ежемесячное предохранение таблетками или спиралью – это не просто предотвращение зачатия, а фактически аборт на ранней стадии. И вот почему. Гормональные контрацептивы, таблетки, пластыри, инъекции работают в 3 этапа. Подавляют овуляцию, но не в 100% случаев. Прорывная овуляция все же случается.
Утолщают цервикальную слизь, что затрудняет проникновение сперматозоидов, но не делает его невозможным. Изменяют структуру эндометрия, делая его непригодным для имплантации уже оплодотворенной яйцеклетки. Вот именно третий пункт ключевой. Если зачатие все-таки произошло, но эмбрион не смог прикрепиться к матке и погиб, то это уже не предотвращение беременности, а ее прерывание, то есть аборт. Внутриматочная спираль действует схожим образом. Она создает воспалительную реакцию в матке, мешая сперматозоидам добраться до яйцеклетки. Если зачатие все же произошло, спираль не дает эмбриону прикрепиться, что приводит к его гибели. Таким образом, и гормональные таблетки, и спираль – это аборт на ранней стадии, когда жизнь уже началась. Просто этот аборт невидимый, никто не видит сердцебиения, никто не ощущает шевеления. Именно поэтому такие методы продвигаются как безопасные и этичные. Ведь если никто не видит смерти, то ее как бы и нет. Главное сделать все тихо и в стерильных условиях. Тогда даже самое жуткое убийство превратится в медицинскую услугу. Еще насчет экстренной контрацепции, например, таблетки после. Чтобы вы понимали, технически где-то в 20% случаев они действуют как аборт на ранней стадии. Производители этих препаратов любят говорить, что они не являются абортивными, так как не разрушают эмбрион, но ключевой момент в том, что они предотвращают его имплантацию, то есть убивают ребенка еще до того, как он закрепится в матке. То же самое касается и медикаментозного аборта на ранних сроках. Просто при экстренной контрацепции эмбриону не дают закрепиться, а при медикаментозном аборте его принудительно отделяют от стенки матки и изгоняют. Это удобная игра с формулировками, но биологически суть остается неизменной. В обоих случаях уничтожается жизнь. После всего этого спросите меня, как же тогда предохраняться? Да очень просто. Спать только с тем, от кого хочешь детей. Если не хочешь детей, не спи ни с кем. Что тут сложного? Ответственность – это не наказание, а нормальное поведение взрослого человека. Это как если бы пьяный водитель, остановленный полицейским, оправдывался. Я соглашался только выпить, но не становиться пьяным. Когда дело касается секса и последствий в виде ребенка, людям кажется, что они могут делать вид, якобы они не соглашались на естественный результат их действий. Аборт – это не выбор, а массовое убийство, завуалированное медицинскими терминами. Если жизнь начинается с зачатия, то ее уничтожение – это убийство. Общество осуждает плохих родителей, но спокойно принимает тех, кто убивает своего ребенка заранее. Когда выбор требует чьей-то смерти, он перестает быть правом. Делитесь моим видео везде, где можете. У таких тем маленький охват, и алгоритмы их не продвигают, но мы можем. Чем больше людей увидят реальную суть абортов, тем меньше останется пространства для лжи.